Привет, братья и сестры! Сегодня философия, обзор фильма «From». Это сериал. Четвертый сезон уже закончился. Я вам расскажу про этот фильм. Это нужно вам посмотреть или нет. Здесь узнаете философия, обзор фильма «From». Сериала фильма четвертый сезон. Окончился четвертый сезон. Ждем пятого сезона. 2027 году будет пятый заключительный сезон. Да, уже если не смотрел этого сериала, так обязательно посмотри. Черт за сериал. Название извне, оригинальное название From, год выпуска 22-26. Жанр ужасы, фантастика, триллер, драма, детектив. Выпущено США, Epic Studios, MGM International TV Distribution, MGM Television, режиссер Джек Бендер, Зениф Лиа, Джефф Ренфро в ролях Хелорд Перино, Каталина Сандино Морено, Ллойд Боль, Хана Серами и другие. Извините, что я плохо читаю по-английски. Я не учил английский язык, с меня двойка, с литовского языка двойка, с русского языка и двойка с германского языка. Ich nicht spreche Englisch, ich spreche bis Deutschland, gut spreche Russian und sehr gut spreche Latein, ich летаю. Так, все ясненько. Кто я такой? Да, меня зовут Адас, я родился в Литве, в городе Каунас. Я служил следователем полицейского управления Пасвалиса. Пасвалис, да? Я имел звание Летеха. Здесь узнаете философия, взор фильма From. Это не фильм, это сериал. Ну и все. И теперь начинаем. From это смотрю каждый год, потому что каждый год бывает отдельные серии. Это смотрел первый сезон, второй, третий, и сейчас закончил смотреть четвертый сезон. И вам я рассказываю про этот фильм. Если вы не начали смотреть, обязательно надо начать смотреть с первого сезона, потому что вы не поймете. С первого сезона там есть семья, хорошая семья, но там ссоры, как всегда, семейные. Есть отец, мать и есть один дочка и мальчик такой маленький, да, и все. И эта семья попадает в эту закрытую город, откуда выхода нет. Ну и она там знает, там, что надо спасти детей, хочет спасти детей, попадает в башню, там выпадает из этой башни, попадает в настоящую жизнь. Она и там звонит матери, где ты пропадала, где твои дети. Ну и все нормально, и там его думает, что она убила и своих детей, и мужа, и уже полиция едет на его, хотят ей посадить, но она тогда узнает, что есть такой там мальчик, там отец есть этого мальчика, который тоже сдал. Ты чё, и пропал без вести, не знаю, куда пропал, не знаю, как пропал. Так вот, она сказала, что ищет, вот, да, деревья такие, бутыля есть, все. И тогда она попадает с ним обратно назад. Ну вот, я вышла, теперь вы можете видеть. Ну, один тоже попытается выход в эту через этого дерева, но уже поздно попадает в бассейн и там умирает. Все понимают, что с дерева выхода нет. Ну тогда надо спасти этих детей, найти эти кости, спасти этих детей. Но за это время приходит к ним уже другой, который всех убивает. И оказывается, что это 1000 лет хочет все спасти детей, но не может. Ну и в пятом сезоне мы узнаем, спасет это детей, уйдет из этого мира или опять все погибнут. Пятый заключительный сезон. Все, и больше не будет. Так вот, и каждый сезон имеет 10 серий. Так 40 серий просмотрел. Понравилось? Да, понравилось, потому что там есть движуха, как сказали пацаны, да, потому что там интересно смотреть, потому что там есть зомбяки, все там есть, и ужасы, и все, потому что зомби приходят, есть. Но последняя серия все забрала это.
где охрана от зомби, выбросила в это дерево. Куда попадет, никто не знает, потому что дерево неясно, куда попадет. И все остались без охраны. А мальчик, который там один остался, он спал. Да, он убежал от этих зомби, и один спасался, а все погибли. Так вот, и уже не первый раз там приходит мальчик. Ну, знаешь, эту игру проиграешь, потому что они уже нашли кости детей. И все, и там приходят им помощь, и зомби приходят и скушать, чтобы не вынесли кости детей. Так вот, самое приключение хорошее, потому что там все есть, и зомби есть, и все хорошо есть. Ну так вот, смотреть нужно. Да, это развлечение, кто боится ужасов, что поймать, что жизнь это не чудо. Так бывает. Нет, так не бывает. Это фантастическая сказка про это, что должна друг друга беречь, должна все беречь друг друга, и не надо никогда обижаться друг на друга. Так вот, и семья, и святое. Вот там покажут, что надо беречь своих, дети должны беречь своих родителей, родители должны беречь своих детей, потому что там круто. Да, Иисус, знает, там позвонят, иди сюда, и стрелки есть, приходят. Но если ты не придешь стрелку, твою сыну будет кранты, за базар слежу я, пацан, и пацанские стрелки, все есть там по-пацански, понять. Ну и предатели, козлята есть, как без козлятов предают, так вот, и все там. Так вот, здесь фото, почему ты здесь? Потому что я уже здесь была, я не могу другим быть, потому что они знают про одного, про другого не знают, они знают, что к ним приезжают убийцы, все обграбывает, и так бывает, потому что они не следят за своей охраной. Там есть, но кто там поймет, зомби не могут прийти в дом и украсть твою браслет защиту, так вот. Эх, какая хорошая жизнь. Да, и ты понимаешь, что такая жизнь. Если вы не смотрели... Нет, 4 сезона не надо смотреть, потому что вы не поймете. Надо смотреть с 1 сезона, что вы все поняли, как случилось, как выходила из этой деревни, как пришла в эту деревню, как там закрутилось, как там крутится, вертится, потому что есть мысль у человека, и там философия, потому что у человека есть мысль. Вот, ты знаешь, вот иллюзия есть, потому что вот у тебя есть сын, ты здесь в коме, здесь не может быть этого, вот и бери пистолет, убей своего сына. Так. Да, там убьет своего сына или нет. Так вот, там смотрите, за каждый этот персонаж имеет свое, и там покажут, как все так круто, мирно живет, как хорошо, кофе. Ну и неважно где, неважно где человек живет, важно, кто у тебя соседи, как соседи идет дружба, мир, фестиваль, или соседи идет война, потому что ты ничего не решаешь, потому что если соседи нормальные, пацанские, так все у тебя хорошо, потому что мы живем не один, ты живешь в обществе, живешь, и не надо ссориться никогда с соседями, надо дружить с всеми, жить дружно, мирно, и никогда не надо быть козлом, который стучит на всех, потому что если ты стучишь, и на тебя настучит, так вот. Ну и посмотрел этот фильм, расскажу свою историю, так, потому что мы пришли к своей истории. Да, про стукачей. Знаете, я такой был бандюган. Да, у меня там нормально по-пацански. Я думал, что пацан, знаете. И у меня всегда 2 ночи приходят полиция. Сказал, ну чё, братан, звонят твои соседи, очень громко идет музыка. Ну и тогда я выключаю музыку и думал, что сосед с 3 этажа, предатель, предал ментам, козел. Ну извини, братан, сосед, я теперь понял, что ты меня не продал, не предал и не звонил в полицию, потому что ты пацан. Откуда я знал так вот? Ну а теперь я знаю. Но в 5
потому что я жил в 4 язычке, сосед 3 языке. Вот сосед из 3 этажа, если ты смотришь, братан, рукла, тогда знаешь, что ты не козел, что ты меня не предавал ментам, не предал всего, все, пацан, дружба, мир, фестиваль, все отлично. Так вот, не надо обижаться, все обиженные бывают петухами, все, сосед нормально, ты нормальный, крутой пацан, да, все. И жукла сосед, все, привет, пацан, все, передай этому соседу крутой. Знаешь, я в 2 жил такой совсем крутой Рэмбо. Все в Рукле его боялись, потому что он был русский офицер. Крутой Рэмбо, вот солдат, крутой я солдат. Привет, братюха, передайте ему привет. Да, все. Есть Рэмбо. Чё не знаете, русский Рэмбо? В Рукле? Ну ты все, братан, все знают, никто его не трогает, потому что он ва-ва-ва-ва, карате, каждое утро там карате, все, и ваш может тоже научить карате, он делает в Каунасте курсы карате или зомби, ну там Рэмбо, короче, с ним не связаться, потому что ты уже будешь, все. У него гольф был, так чинил, лучший продал, хотел его купить, но не успел. Эх, жалко, хорошая машина была, Гольф 2. Купил другую, сказал, ну, Ауди не такая, как мой любимчик Гольф. Я 20 лет с ним катался, так много накатался. Так вот, жалко, что продал, потом сказал. Так вот, у меня все нормально. Ну, а в 5 соседе жило. Никогда не нужно быть стукачом, козлом и звонить на соседа, что у него громко музыка. Приди по-нормально, по-пацански. Ну чё, братан, я не могу спать, давай будем вместе гулять. Ну и загуляли, потом поссорились, так вот. И в 5 старуха жила, ну, 2 ночи всегда звонит, полиция не дает ей поспать. Ну, знаете, что бывает, когда у меня самые крутые там сидят. Ну и что бывает? Ну, братья, посмотрите, извини, поймете, что значит крутой пацан. Не я сделал, братья и сестры. Ну, эту женщину 80 лет, которая звонила и сдавала меня ментам. Ну что, громко музыка идет. Что было? Убили. Потому что козлов всегда убивают. Так вот, посмотрите, посмотрите, сколько там убийств идет. Так вот, кто не я, братан, сын его, почему? Потому что больше не позвонит ментам, не сдать. Но я сейчас не живу в Рукле, я жил в Рукле, Литва, Рукла, все знают, там Рэмбо русский жил, так вот. Так это Литва, но так было в Литве русская армия. Русские оккупанты вышли, остались русские братья, которые положили оружие, получали в пенсию с России, ночами сейчас им не платят, а как они живут, не знаю. Все, братья и сестры, все дружба, мир, фестиваль, все есть. Русский братан, русский оккупант и русский оккупант, император Владимир. Так не путайте, братья. Народ всегда мирно, дружно живет. Важно, не бери оружие в руки, не убивай украинского брата. Тустанный кость. Ну, все нормально, все по-пацански. Ну, вот, про Фром мы проговорили, потому что там много убийств. Если у тебя нет этого, спускаясь, тебя убивают, и так много убийств. Ну, и все понимаете, что у семьи убили отца. И с 4 сезона уже нет этого артиста, потому что и все хотят спасти, но не можешь ты прошлое изменить. Можешь ты изменить будущее, но не прошлое. Не надо делать, братья и сестры, ошибки, которые потом всю жизнь... почему я так сделал? Сделал, все, уже ничего изменить. Пока можно, извинись, позвони, скажи, братан, извини, я ошибся, давай дружим, будем мирно, потому что мы люди, и мы все братья и сестры, не важно, какой твоя кожа, не важно, какая твоя национальность, мы все братья и сестры, мы должны все жить мирно, потому что пуля пролетела, и человека нет, и никогда он не выстанет и не будет. Вот посмотри фильм «Фром» и поймешь, как там все дружно хочет стать старше и жить мирно. Все, ставим лайки. Понравилось, такие обзорчики будем делать про другие фильмы, я вам расскажу. Это канал про мистику, про фантастику, про экстрасенсов.
про... Так это и есть мистика, там попадаешь в город, в закрытый город, и этого с города не можешь выйти, и там зомби есть, все там есть, и там куклы, и вау, бывает, вот там все. Я вам рассказать за 15 минут не могу. Посмотри, братан, и поймешь, что я говно, никогда не советую смотреть. Это нормальный фантастический фильм, если ты любишь экстрасенсы, фантастику и так дальше. Если ты не любишь фантастику, не любишь подумать, не любишь... Вот этот фильм, братан, не забывай, если ты начнешь смотреть одну серию, ты 40 серий не можешь просмотреть, потому что он там интересно. Первые 2 серии не очень, потому что тебя облекают, ты ничего не понимаешь, потом понимаешь, что это закрытый город, из города нельзя выходить, ночью приходят зомбяки, если у тебя нет этой крыши, чтобы не пришли в твою хату зомбяк. А как могли прийти зомби в эту хату, если ты откроешь дверь, его спустятся, не надо с ним говорить, потому что они такие, хорошо, поскольку такие зубы, тебя скушают. Потому что они кушают людей, а не мясо. Там овцы есть, продукты есть, все у них пацански есть, все живут нормально. Но ночью надо спрятаться, утром уже гуляй, Вася. Так вот. Вот это фантастический, мистический фильм. Что закончится в 5 сезоне, я не знаю. 5 сезон тоже буду смотреть и вам советую, потому что я просмотрел все 4 сезона, мне очень понравилось. Если вы хотите так отдохнуть, посмотреть, как все хорошо, так и смотрите этот фильм. Спасибо, что смотрите мой канал, пrenумеруйте мой канал, будем дальше обсуждать фильмы. И будем делать дальше документальный фильм про Вторую мировую войну. Спасибо, братья и сестры, поддержите что вы поддержите меня, смотрите, ваша поддержка, это поделитесь с другом, поставьте лайк, и все будет хорошо у нас, братья и сестры, потому что мы все люди, и не надо делать ошибки, потом за эти ошибки извиняться, потому что изменить нельзя ничего. Надо всегда думать, что делаешь, что рассказываешь, и что сказал. Братья и сестры, живем все в мире, потому что люди это самое главное. Если понравился такой репортаж, лайк, не понравился, дизлайк. Твое мнение мне важно, так буду знать, понравилось, не понравилось. Если людям не понравилось, буду делать другие контент. Но не забывайте, этот канал про экстрасенсы, про мистику, про хорошие передачи, про хорошие фильмы, про хорошие документальные фильмы про Вторую мировую войну. Все будет впереди. Братья и сестры, подпишитесь на мой канал, ставим лайкосик. Все, пока, братан. Я расскажу вам больше, братья и сестры, про хороших фильмов. Здесь про фильмы, обзоры про фильм, про экстрасенская битва. Знаешь, что экстрасенсы будет только в сентябре битва. Сейчас идет мастер игры, 4 серия, там Влад Череватый будет. Все будет впереди, все вы увидите. Документальные фильмы тоже будут, потому что мы делаем документальный фильм про Вторую мировую войну. Все будет, все мы обсудим, все вы поймете. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайкосики. Все, брата. Петюня, сестрюха, Петюня, все, пока, брата. И сестрюха тоже пока. До следующей встречи, до следующего обзора фильма. Пока, братья и сестры!